Друзья мои, всем огромный привет! Сегодня видео для любителей хой. Про хоечки видео. Девочки, сейчас я вам покажу. У меня тут цветоносики на Финлайсоне. Видите? Бутончики. Она у меня впервые зацветет. Вроде как это Long Leaves. Вроде как. Не знаю. Посмотрите, знатоки, по-моему, она. По-моему, Long Leaves. Так, все так же бутоны висят, то чуть-чуть приоткрываются, то закрываются ундулаты. Также Caudata Gold продолжает дуть свои бутончики. В общем, тут у многих бутоны. Вон пошел ус наверх у моей калистофилы, и там тоже цветонос формируется. В общем, я так посмотрела, кругом-бегом у многих цветоносы. Даже у Клеменсиорума Индонезия, вот этот его ус, я вам показывала, вот он, длинный. Вот, пошел он на потолок. Вон, видите, вон туда. И там, на самом краешке, начинается цветение. Но оно не начинается, но оно будет. Ну, я надеюсь. Вообще капец. Я куда ни посмотрю, везде цветоносы. Весна. Абавата вариегата расцвела. Вчера вечером так ароматненько пахло. Один цветоносик с небольшим количеством цветочков. Вот второй. Да, это Абавата? Да, она, красотка. Так, у Лизы здесь появился новый усик. Ну, как продолжение вот здесь. Видите, я ее черенканула, и она на третьем узле от обрезанного усика, в общем, короче, не с краю дала продолжение, а аж на третьем усике. Видите, вот здесь обрезала, раз, два, и на третьем. Интересно. Макрофила меня что-то так немножко не совсем радует, потому что не дает пока усика. Она, видите, вот листик растит. Где усик? Где усик? Я хочу усика. Надо будет ее, наверное, тоже пересаживать. Хочу вам показать, кого я сегодня пересадила, девочки. Сама быстренько, вот мне как-то что-то я пересаживала. Сейчас спущу вниз эту красоту. Пересаживала, короче говоря, я хоечку, эту орхидейку. Еще покажу вам. Такая красота. И пересадила, я вам показывала, в Эпицентре купила горшочки с фитилем. И я, в общем-то, Рангсан. Девочки, он у меня так пересыхает быстро, заканчивает цветение, и дал еще один цветонос на краешке, видите? Ну, он красивый был, но сейчас не очень. Ну, уже я подергала, они еще держатся. Красивые у нее листочки у этой хойки, но она очень быстро у меня пересыхала в маленьком горшочке. Купила горшочек уже с готовым фитилем, руки все в земле, пересаживала. Сейчас пойдем пересадим с вами вместе еще одну, потому что у меня по инерции прям пошло. Пока идет, надо действовать. У меня девчата просили Рангсан, но из-за того, что там новый цветонос, мне пришлось девочкам отказать. Ну, вот отцветет, может там что-то еще дорастит, а потом смогу с вами делиться. Я делилась, девочки, вот здесь была еще одна веточка, вот здесь. Она на 2 или на 3 узла выросла и замерла. И я вот ее почеренковала. Этот уз я не черенковала. Хоечка, как по мне, интересная для любителей такого сплэшика. Ну, попервой, когда только она у вас появляется, вот у меня так было, не знаю, как у вас будет, у меня она стояла и ничего не растила, прям долго-долго. Ну, потом пошла, где-то через год, наверное, точно. Так, остальные все более-менее нормально, все хорошо. В общем, я здесь оставила водички, и краешки этой синтетической веревки туда утонули. Посмотрю, как долго, насколько хватит этого полива, как будет себя чувствовать вообще хоечка в таком состоянии. Ой, нравится мне Гунин Гадинг. Такая прям уже загоревшая, прям вообще. Первый загар у нее. Смотрите, какая красивая. Вообще. И вот ус тоже растит. Бом-бом-бом. Он туда. Молодец. В общем, все в усах, все стартанули, все растут. У меня просят калимантан, калистофилу. Девочки, ну там такой ус, еще собрался цвести.
Он длиннющий, он выходит вон там, видите, вон там, вот это вот он, вот там вот идет параллельно проводу на стене. А вот это собирается цвести Каудата Сплэш. Вот она, видите, у нее какой-то цветонос висит на такой длинной палочке. Красота. В общем-то, все молодцы. Идемте пересадим там одну красивую хоечку, потому что она в стаканчике, я как вытащила с того стаканчика, там просто уже, ну, нету места. Как красиво висят эти красивые ягодки. Просто супер. Все, девочки, идемте. Идемте, будем с вами пересаживать. Пока мы не дошли до кухни, я тут еще забрела Костику. Хочу вам показать свою куртиську. Вот какая благодарная, какая Растюха благодарная. Девочки, она такая замечательная. Я уже столько веточек пообрезала вам. Но она сама вот так кустится, такая пышненькая становится вообще. В отличие от, ну тоже растет, как она... Кранхиана Black Leaves, тоже, видите, тук чикнута тут. Девчонки просят, все, сейчас я уже сказала стоп. Я хочу, чтобы она наросла, чтобы была шапочка, а потом посмотрим. Тоже вот уже еще посрезала. Один череночек я укоренила, девочки забрали, а остальные я просто давала веточками. Но надеюсь, что у девочек получится укоренить, иначе будет обидно. Розита нравится, что пошла в рост. Вот у нее усик новенький, она у меня стояла, но пошла. Девочки мне порекомендовали розету, такой листик у нее, розиту или розета, как она правильно, забыла я. Ну, будем называть, она загорает, ее надо на окошко привесить. Но на окне надо что-то сообразить, пластиковые окна, может туда вкрутить в этот, в багет вкрутить какой-то крючочек. Да, может мне вкрутит. Так, здесь тоже рост появился у этой красивой вертицеллаты триколор. Так она мне нравится. Пышнючая. У нее новенькие листики такие прям розовые-розовые. Триколор. Красивая дамочка. Тоже такая сидит, а потом начинает обрастать. Симпотная, листик длинный. Есть такая же просто зеленая, а это варигатная. Или триколор. Наверное, по-моему, триколор. Так, это собралась цвести тут вся дисхидиавата. Посмотрите на нее. Вы гляньте на эту красоту. У нее сумасшедшие бутоны. Видите? Вот такие вот маленькие цветочки. Но она как арбузик, кавунчик такой. Она мне нравится. Не знаю, ну вот надо иметь и такое растение. Очень даже красивенькое, листик плотненький. Прям такие кавунчики. Прям супер-супер, мне нравится. И беспроблемно, и растет хорошо. Сигелатис мой пошел. Хочу, чтобы он, конечно, расцвел. Но пока я не наблюдаю. Это все, девочки, по-моему, одна ветка. Или две тут у меня. Я уже поназапутывала их тут. Ну, интересно. У меня там второй есть по-моему, 001. Он у меня там на другой полочке, не на естественном освещении, на искусственном, тоже растет. У него более округлый листик. Так, моя Матильда, я вам недавно ее показывала. Я вообще вам всех их показывала. Вот это моя ETS-10. Девочки, у кого есть вот эта ETS-ка? Что-то редко она встречается. Вот у меня она очень долго адаптировалась, и сейчас только начала расти. Даже не знаю, что это за такой вид, но очень интересная каплевидная форма листа. Есть сплэшек, видите? Прикольная такая. Но вижу, что не часто встречается. Мне она как-то так случайно попала ко мне. Ну так, я делала заказ и бросила, это еще в 23-м году или в 23-м, бросила себе в заказик. Вот один узелочек был. Это вообще. И она так долго адаптировалась, прям вообще, ну, несколько лет. Так, ну это цветет моя, я вам показывала, лакуноза. Тут запахи каждый день, каждый вечер, что невозможно. Не, ну приятно, но сыну моему не очень нравится. Я ему окно открываю, там если уж сильно. О, новый цветонос. Ну эта красотка будет цвести бесконечно. Так, девочки, все, идемте варигатную штучку пересаживать. Где это твоя варигатная штучка? А вот она, эта варигатная штучка.
Красавица. Девочки, я посмотрела, она вообще... Ой, вытащила я. Она вот была в одноразовом таком маленьком стакане. И как я ее теперь вытяну? Стаканчике, видите, вся корнями оплела его, и она прям уже часто-часто пересыхает. Я взяла сначала вот такой широкий горшочек, думала в него посадить, но у нее выше, надо идти за другим. Это она была как бы вот в этом стаканчике. Она сейчас вся в росте, видите? Лимоша вам говорит привет. Да, Лимоша, скажи привет. Привет, иди купайся. Мы никак с девочками не увидим, как ты принимаешь душ. Не хочет. Я включила свет, потому что сегодня пасмурно. Не хочет она, короче. Не хочет купаться. Иди купайся. Не жарко, скажи, не хочу купаться. Посмотрите, какая она розовая на новых листиках, такая розовинка. Прелесть. И, кстати, ну я перевалкой пересаживаю, поэтому я надеюсь, я шкоды не нарублю. Так, я хочу... У нас ветер сегодня, девочки, страшный. Посмотрите, вот он спрятался. Бутончик. Вот они, бутончики формируются. Такие прикольные, да? Где-то я еще видела, или мне показалось. А, вот здесь. И вот здесь. Вот они. Они потом такие красивые, перламутровые. Мне так нравится. Вот тут цветоносик. Это цветоносик, да? Это цветоносик еще. Но она прикольная. Она мне вообще... Любимка. Девочки, пойду возьму горшочек повыше. Тоже прозрачный. Ну, потому что это, конечно, не дело. Так, я принесла вот такую 9 от орхидей. Я думаю, что будет в самый раз. Так, вытаскивается держатель. Во, в самый раз будет. Значит, во что я высаживаю? Здесь смесь грунта Кампассана для цитрусовых с перлитом, с сиромисом и немножечко вермикулита. Все, что в хате было. Так, это ее старый грунт туда же. Ничего не выбрасываю. Вот тут есть кусочек волокна. Ну, это так чисто. От орхидеи остался. Пусть будет. И, в общем-то, я сейчас буду засыпать. Только я не вижу, где моя ложечка. Придется засыпать вот так. И руками проталкивать. Девочки, вам не видно. Что-то, в общем, вы знаете. Ничего сложного нет. Без фитиля я ее высаживаю. Посмотрю, как Роксан будет с фитилем. Потом буду думать про остальных, как их сделать. Так, нашла ложечку. Ложечкой удобнее подлезать. Насыпаю грунт. Вернее, ну, как бы смесь готовую. Кстати, черенки хоечек я высаживаю в торф Классман и в тепличку. Очень-очень хорошо. Мне нравится. Раньше я вот в эту смесь высаживала. Ну, они тоже прорастали нормально. Укоренялись хорошо. Но в Классмане, мне кажется, как-то быстрее это дело идет. Потому что там, мне кажется, больше питания для молодого растения. И кажется мне, что маловато грунта. Надо еще взять. Так. И сейчас, девочки, вам покажу, кого я перевоспитываю. Так, надо еще. Благо он у меня готов. Просто зачерпну и все. Просто уже намешала. Надеюсь, что ей понравится. Единственное, что здесь дренажные отверстия. Придется вот эту мисочку поставить вниз. Ну, чтобы не стекало на подоконник, чтобы не было грязи. Что-то здесь разрыхлителей меньше. Надо лучше перемешать. Так. Надеюсь, ей будет хорошо в летние жаркие дни. Когда будет... Она тоже, кстати, любит попить. Ну, не так, чтобы прям постоянно быть мокрой. Она у меня просыхает, потому что я просто физически не успеваю следить за ее поливом. Стаканчик был маленький. И
Вроде поливал, через 2 дня приходишь, она уже на окне тарахтит. Так, я хочу вытащить молоденькие листики на поверхность. И сюда. Они так, знаете, надо прям пальцем помогать. Потом придется хорошо вымывать руки. Перчатки надо одевать. Ну, я что-то не любитель перчаток. Перчатки только в случае огорода, но у меня его нет. И в случае, когда бытовая химия. Ну и краска. Так, девочки. Я прям радуюсь, что у меня дошли руки до этой красавицы. При каждом поливе думала, ну что-то вот не то. Как-то маловато. Она тоже, знаете, я вам скажу, жалуются девочки, что как-то сидит долго, присматривается к новому месту жительства. Сейчас я еще добавлю чуть-чуть. Все, хватит. И она, получается, можно немножко трясти. Смотрите, вот это я и боялась. Конкретно вообще здесь пусто. Что будем делать? Будем брать палочку. Присматривается к новому месту жительства долго, а потом идет в рост. Сейчас добавим еще грунта. Как бы это что же эпифит, да? И ей тоже нужна рыхлая посадка эпифиту. Поэтому мы и добавляем тяжелый грунт, если он тяжелый, добавляем разрыхлители в виде каких-то камешков, коринки, перлит. Так, ну теперь вот нормально. Видно, что там есть кармашки, видно корешки. Вот так вот. Можно просыпать чуть-чуть. Вот. Надеюсь, проблем не будет. Все. Так, это возвращаю на место. Надо, конечно, померяем. Нормально. Вот она в этой таре и будет у меня расти. Будет в таком зелененьком блюдце находиться. Тут ее подвязывала, а она не держится. В общем, полила, например, оно туда стекло какое-то количество, оно потом впитается. В общем, такая прелесть. Все, на сегодня хватит. 2 достаточно. А сейчас покажу вам, кого я перевоспитываю. А пытаюсь я перевоспитать мишку Тедди. Я вам много раз показывала его, но он меня не радует. И я его вытряхнула. Корней было немало. И я его в пологрон определила. Наливаю воды. Вот видите, вот там плюхается вода. Но пока, конечно, он недавно сидит. Но с листьями все в порядке. Никак на нем это не отразилось. Вот перемещение. Где-то дня... Помою руку. Где-то 2-3... Не 2-3. Ну, когда было совсем жарко, то 2-3 дня, и он просыхал. А сейчас немножко, когда прохладнее стало, то он уже подольше. Но постепенно пеларгон поднимает наверх. Я надеюсь, что какие-то новые корни уже адаптированы к такой посадке появятся. Но корней там прилично было. Но на вид они какие-то показались мне не очень. В общем, ну такие себе, знаете. Такие себе. Так, сейчас полью эту красоту. У меня здесь от полива орхидеи осталось некое снадобье. Польем. Она уже была такая подсохшая. Что прокапает, то прокапает. И отправим на освещенное место. Она у меня на подоконнике растет. Единственное, я не знаю, поместится ли она в этом сосуде
Ну, немножко там будет воды внизу, оно, думаю, поднимет. Поместится ли она у меня на то место, на подоконник, узкий подоконник, там, где она стояла? Не знаю. Посмотрим. Так, все. Впитывайся, адаптируйся. И сейчас вам покажу пример того, как укореняются у меня хоечки в классмане. В тепличке вот этой. Это у меня моя полинейра, которая у меня была залита мною по осени, расчеренкована. Один черенок к девочкам уехал. Вот она в тепличке. Очень быстро, мне кажется, там дней за 10, за неделю, за 10 дней нарастила корней. И вот даже выдала вот такое вот продолжение себя. Так, ну это было как бы уже с растущим листиком, это верхушечный черенок. А вот эти черенки, они были следующие. Ну вот видите, вот корни. То есть очень неплохо. А есть ли... Да, по-моему, даже есть ростик. Вот, есть ростик. Уря, это корень. Ну, это похоже на рост, а не на корень. Потому что как-то она в теплице, полинейра, начала растить наверх, в верхнем уровне корешки. Оно здесь. Каждый черенок в одинаковых условиях развивается с разной скоростью. Да, но тут тоже корни их меньше, но они есть. В общем, я смотрю... А, вот, уже даже до самого низа дошли, там внутри. Так, а нету у этого черенка усика еще? Точки роста не активировалась она? Не, пока нету. Но это любимая мною Альба Маргината. Я очень хочу, чтобы они хорошо разрослись, чтобы это были хорошие, красивые кустики. И мне очень хочется их не уморить в очередной раз. И вот тут у меня стоит все та же дама Пателла Пинк, которая не хочет расти. Вот она там что-то типа пытается наращивать усик свой. Ну, как-то у нее это плохо получается. Я уже ей подставила, видите, зубочистку. Потому что она прям в грунт ложится туда и все. Купила ее, не знаю когда, осенью или летом. Уже скоро год, как она у меня. И вот это вот вырастила только этот несчастный листик. Я вам рассказывала, что я не пойму, что такое. Что такое, я не пойму. Тяжелая рука у хозяина, который срезал. Бывает, что говорят, тяжелая рука у того, кто черенкует. Ну, не знаю. И, по-моему, это тоже этой же хозяйки. Часто такое бывает. А может быть, это вообще придумки, выдумки. Так, а это, получается, вот пошла в рост, и я очень довольна, но пока она в тепличке. Был еще один черенок, он уже уехал, и надеюсь, что с ним все будет хорошо, и он порадует со временем. Вообще полинейра растет активно, быстро, шустро. Ну, этот я не ставлю в контейнер, потому что хочу, чтобы он адаптировался к нормальным условиям с моей влажностью. Но пеларгон мне нравится тем, что он поднимает наверх постепенно, вот так увлажняя. Я знаю, что многие в лечузу садят и на фитиль. Но я решила, так как у меня пеларгона нет, лечузы нет, то я воспользовалась таким вариантом. Очень жду, что она хоть что-то когда-то изобразит. Вот это ее попытки все расти, которые не увенчались успехом. Вот она пришла с одним листом, вот с этим, и вот этот вырос у меня. Ну, извините, за столько времени это ни о чем. Но единственное, что вот в этой посадке ей надо будет предлагать всегда с удобрением. Мне даже кажется, каждый полив. Так что, девочки, все проветрили. Теплички надо иногда проветривать. Ну, я не думаю, что прям каждый день бегать проветривать. Ну, хотя бы раз в неделю там заглядывать. Вот такая вот красота у нас получилась. Надеюсь, что ей в этом новом стаканчике понравится.
Она бы уже была намного больше, длиннее, но я же ее черенковала. Девочки, для вас. Вот здесь ответвления пошли. Конечно, красиво, когда она ампельно свисает, да? Это вообще невероятное зрелище. Красотка. Я что-то решила ее... потому что на подоконнике нету места, где повесить, поэтому я ее решила так выращивать. Такая красота. Такая красота. Веночек. Все, друзья мои, всем обнимашки. Всем мирного неба, всем крепкого здоровья, всего самого наилучшего. Растите хоечки, орхидеечки, будьте счастливы. Вам такие листики. А вы, подождите, я вам показывала обратную сторону. Ну тут, они тут вообще... Ага, вот обратная сторона. Они крутятся в разные стороны. Обратная сторона у варигатной хишкелианы вот такая. О, и цветет она тоже красиво. Ой, тут еще ростик новый. Вообще, лапочка. Лапочка. Пишите, какую хоечку вы хотели бы заполучить. Я сейчас договорилась, надеюсь, что про меня продавец не забудет. Айсенс, короче. Она красиво цветет, с такой розовой коронкой цветочек, и вроде как пахнет цитрусовыми. Ну, там, где цитрусовые, там и я. Так что я договорилась уже, там цена приличная, ну, подсобираю. И хочу ту хою, очень хочу. Хочу увидеть ее красивое ароматное цветение. Все. Всем пока-пока.